Бог, о котором учили в храмах, это не тот, кто создал нас. В древнейших текстах Библии вообще нет слова, обозначающего вселенского Творца. Вместо него Элохим, что дословно значит «могущественные существа», во множественном числе. Эти существа не были добры. Они требовали подчинения, устраивали войны, выбирали народы, наказывали непокорных. А человечество оказалось втянуто в их конфликты, как инструмент, как ресурс. Пол Уоллес, бывший архидиакон, теолог и переводчик священных текстов, открывает забытый слой истории. Он говорит прямо: это не Бог любви, это программа управления. И она до сих пор активна. Может показаться, что все это просто загадки древних текстов, очередные гипотезы, которые невозможно проверить. Но если смотреть глубже, перед нами не просто теория происхождения человечества. Это зеркало. Зеркало, в котором отражается наша психика, наша история, наш страх быть наказанным и наша привычка подчиняться. Даже тогда, когда внутри что-то сопротивляется. Даже тогда, когда голос внутри говорит «это не мое». Но мы продолжаем подчиняться как надо. Мы говорим об этом не чтобы удивить, а потому что пока мы не распознаем, откуда внутри нас эта готовность подчиниться, даже если не согласен, мы не сможем по-настоящему выйти. Это не вопрос веры, это вопрос структуры восприятия. Знание о том, какие силы встали в роли богов, это не археология, это психология. Это объяснение того, почему человек может хотеть одного, но снова и снова оказывается в сценарии, где он подчинен, где кто-то знает лучше, где правило важнее живого чувства, где контроль выдается за заботу, а страх – за норму. Именно в этом сила этих древних кодов. Они не просто были, они встроились в сам способ думать, выбирать, доверять. Ты можешь родиться свободным и все равно ждать одобрения сверху. Можешь быть пробужденным и все равно бояться выйти за рамки. Вот почему мы здесь. Не чтобы спорить с религией, а чтобы выйти за ее границы. Чтобы распознать, ты не создан для подчинения, и ты не слуга тех, кто лишь выдал себя за богов. Ты – осознание, возвращающее себе право быть. Когда в древних текстах мы встречаем слово «Бог», нас приучили видеть в нем образ вселенского Творца, Духовного Отца, Всеблагой Силы. Но те, кто действительно читал первоисточники, знают. В оригинале на иврите слово «Бог» – это «Элохим». И это слово не единственное и не духовное, оно во множественном числе. И переводится как «могущественные» или «сильные сущности». Слова меняют все, потому что Элохим – это не имя, это титул, это обозначение группы существ, которые управляли через страх, контролировали народы, требовали жертвоприношений и предъявляли ультиматумы. Это были не идеи, это были действующие лица, обладающие властью и технологиями, способными внушить богоподобный страх. Когда один из этих Элохим под именем Эль-Шаддай впервые появляется перед Авраамом, он говорит: «Я – разрушитель. Ходи передо мной и не оступись». Это не звучит как приглашение к любви. Это приказ подчинения. Впоследствии Эль-Шаддай был переименован в «всемогущего», но в древних источниках это слово никогда не значило «всемогущий». В некоторых переводах оно трактуется как «могущественный разрушитель», «тот, кто приходит с гор», или даже «тот, кто приносит гибель». Это не единичный образ. Почти во всех древних культурах, в Индии, Шумере, Египте, у майя, мы находим фигуру разрушителя, пришедшего извне. Существа, обладающие властью, но не эмпатией. Они требовали контроля, и мы подстроились. Мы стали народом, живущим в страхе перед наказанием. Так был заложен фундамент религиозного программирования. Не любви, а страха. Не осознанного союза, а зависимости. И все это
не абстракция, а последствия контакта с теми, кого мы ошибочно назвали богами. А мозг, он не спорит. Он адаптируется. Если угроза повторяется, он начинает жить так, будто она всегда рядом. Если высшая сила пугает, нейроны обучаются страху как норме. Так формируется внутренний сценарий. Меня могут наказать. Лучше не высовываться. Чтобы выжить, надо подчиняться. Эти цепочки закрепляются в теле, в гормонах, в иммунитете, в напряжении мышц. И даже если мир изменился, ты все еще живешь на частоте древнего страха. Так прошлое становится программой будущего. Не из-за мифа, а из-за того, что твоя биология запомнила этот миф как реальность. Когда мы начинаем воспринимать Элохим как группу существ, не абстрактных, а реальных, становится понятен следующий шаг. Во многих культурах, от Шумера до Индии, от Южной Америки до Египта, сохранилось одинаковое предание. Люди были созданы не в акте любви, а как продукт вмешательства. Пол Уоллес говорит прямо: мы – результат контакта с внешней силой. И древние тексты – Библия, Веды, шумерские таблички – это не религия, это отчеты о встрече. В книге «Бытия» мы читаем: «Сотворим человека по образу нашему». Но если Бог един, почему во множественном числе? По образу кого? Для какой цели? Шумерские таблички расшифровывают это яснее. Там упоминаются анунаки, существа, пришедшие с небес. Им нужны были рабочие, служители. И они взяли существующую земную форму, примитивного человека, и вмешались в его геном. Добавили что-то свое, создали гибрид, нас. Эта идея пугает, но она объясняет многое. Почему человек – единственный вид на планете с таким уровнем сознания и одновременно с таким уровнем травмы? Почему в нас одновременно потребность в высшем и страх перед ним? Почему столько верований строится на зависимости, жертвенности и боли? Если создание человека было не актом Творца, а генетическим проектом, тогда мы должны задать себе вопрос, что именно в нас было внедрено и что забыто. Если принять идею о том, что человек не просто создание, а результат вмешательства, возникает другой, еще более важный вопрос. Что именно в нас было изменено? Почему мы забыли, кто мы и зачем? Существует несколько теорий – эзотерических, биологических, психоэнергетических, которые удивительно совпадают между собой. Они не доказываются как формулы, но откликаются как память. И вот что они говорят. Первое. Нам урезали память и потенциал. Практически все древние источники, от шумеров до вед, говорят, что человек когда-то знал больше. Он помнил себя до рождения. Он чувствовал энергию других. Он мог взаимодействовать с тонкими планами. Но потом что-то произошло. Что-то как будто обрезало память или перекрыло к ней доступ. Что-то закрыло доступ к большей части ДНК, которую сегодня называют мусорной. Что-то оставило только фрагмент, способный выживать, но не способный осознавать. Это и была первая подмена. Ты не слабый, ты просто давно живешь с отключенной памятью, потому что кто-то сделал это частью сценария. С тобой с самого начала все было в порядке. Ты просто забыл, кем был, потому что кому-то нужно было, чтобы ты не вспоминал. Второе. В нас встроили сценарий страха. Современная нейронаука подтверждает, мозг куда легче запоминает негатив, чем радость. Эволюционно это объяснимо. Выживает тот, кто замечает опасность. Но в цивилизованном мире это стало ловушкой. Особенно в мире, где кто-то точно знает, как использовать эту предрасположенность. Именно поэтому пропаганда, новости, религия и политические системы всегда нажимают на одни и те же кнопки. Страх перед наказанием, вина за свои желания, тревога, что будет завтра, чувство долга перед кем-то выше. Если включить громкий звук, ты перестаешь слышать себя. Если сделать тебя виноватым, ты сам отдашь свою силу. Если каждый день показывать тебе угрозу,
Ты перестанешь искать выход и начнешь просить защиты. Мы не просто пугаемся, мы подстраиваемся, а потом начинаем защищать эту подстройку, как свою личность. Так работает вся современная система управления сознанием, не через силу, а через активацию древнего страха. Это не заговор, это знание. И именно поэтому важно не бороться, а узнавать. Не пытаться спасти мир, а вернуться в себя, в ту точку, где ты выбираешь, на что откликаться, а чему сказать «это не мое», «это навязанное», «это можно отпустить». Третье. Что встроено, можно перестроить. Если долго жить в страхе, не только нейроны подстраиваются, меняется тело, меняется иммунитет, меняется то, какие гены активны. Это и есть эпигенетика. Не наследственность как приговор, а включенные программы, которые можно выключить. Когда ты живешь в тревоге, в чувстве угрозы, в вечном ожидании удара сверху, организм перестраивается на выживание. При этом блокируются функции роста, регенерации, творчества, ясности. Это не философия, это биология. Именно так древние механизмы контроля, встроенные через религию, культ страха и внешнюю власть, становятся частью твоего тела. Но и выход в теле. Когда ты начинаешь дышать иначе, думать иначе, чувствовать иначе, меняется и частота. И с ней включаются другие гены. Вторая картина здоровья, другое восприятие. Все, что встроено, не обязательно твое. Ты можешь это отпустить, потому что в тебе осталась память о том, кем ты был. До страха, до подчинения, до этой программы. И это ключ. Потому что когда ты чувствуешь себя снова изнутри, старый сценарий уже не может держаться. Это делает переход к фрагментации более чувственным. Именно туда мы и возвращаемся. Не для того, чтобы воевать с системой, а чтобы вспомнить, что внутри нас есть система сильнее. Она не требует поклонения, она не запугивает, она помнит и возвращает. Четвертое. Сознание было фрагментировано. И это не случайно. Если мы сознательные существа, способные чувствовать, выбирать, создавать, то самым надежным способом контроля будет разделить нас внутри. Разделить тело и дух, чувства и разум, логику и интуицию, прошлое и будущее, мужчину и женщину, личное и коллективное, я и другого. Это и есть фрагментация сознания. Именно она делает человека уязвимым. Он больше не чувствует себя цельным. Он ищет снаружи то, что было внутри. Он сомневается, тревожится, подстраивается и даже не замечает, что живет по чужому сценарию. Зачем это было сделано? Потому что цельная психика неуправляема. Ею нельзя манипулировать страхом. Она не нуждается в кумирах, богах, системах вознаграждения. Цельное сознание не борется, но в нем нельзя поселить зависимость. Поэтому, как говорят современные исследователи, в том числе Джо Диспенза, Грег Брейден, Брюс Липтон, в нас намеренно были активированы режимы выживания, а режимы созидания и целостности подавлены. Даже светлые поступки в этом состоянии исходят из фрагмента. И именно поэтому так часто не приносят удовлетворения. Из боли, из тревоги, из желания быть достаточно хорошим. И именно это самая тонкая программа. Потому что ты можешь быть развитым, умным, духовным, но если ты живешь из раскола внутри, ты все равно проигрываешь чьей-то системе координат. Фрагментация проявляется не только в мышлении, она в теле, в выборе, в жизни. Ты говоришь одно, чувствуешь другое, делаешь третье, и потом не понимаешь, почему все распадается. Но как только ты видишь сам механизм фрагментации, начинается сборка. Ты уже не исправляешь себя. Ты возвращаешься в центр. И с этого момента ты уже не система. Ты — сознание, которое больше не разделено. А значит, ты начинаешь видеть, что многие конфликты — просто шум, возникающий в пространстве, когда центр потерян. И когда ты его находишь, мир перестает быть враждебным. Он становится отражением.
Если все это правда, почему об этом молчали? Почему миллиарды людей до сих пор склоняют голову перед теми, кто требовал страха, повиновения и жертвы? Почему Бог в нашем представлении – это чаще кто-то, кто наказывает, чем кто-то, кто поддерживает? Ответ прост и глубок одновременно. Историю писали не те, кто хотел освободить сознание, а те, кто хотел им управлять. Когда множество было сведено к единому, возник образ одного Бога, но за ним скрылась целая иерархия, воинственные, ревнивые, конфликтные сущности, игравшие с людьми как с ресурсом. Так страх стал главным кодом веры, а вина – механизмом подчинения. Не любовь, а страх наказания стал духовной валютой. Это не просто ошибка перевода. Это подмена, вшитая в культуру, в детство, в язык. Пол Уоллес прямо говорит: если воспринимать древние тексты буквально, мы получаем образ Бога, который требует крови, разделяет народы, наказывает детей за ошибки родителей. Но есть то, что не смогли стереть: интуитивную память. Ее невозможно запрограммировать полностью, потому что она не в умах, а в телах, в ощущениях, в самом поле сознания. Мы видим это в детях, в тех, кто еще не успел выучить страх, в ком еще звучит что-то настоящее, без фильтров и авторитетов. Многие из них задают вопросы, которые взрослые боятся даже сформулировать. Их тянет к свету, к простоте, к правде. Они интуитивно чувствуют, когда Бог – это наказание, а когда тишина, любовь и пространство. Это не романтика. Существуют нейропсихологические исследования, показывающие, в детском возрасте правое полушарие и центр интуиции активны значительно сильнее. Именно в этом возрасте дети воспринимают больше тонких сигналов, считывают состояние взрослого до слов, чувствуют ложь даже в правильной речи. Это и есть след той связи, которую не смогли отключить, потому что глубоко внутри мы знаем, был другой контакт, другой источник, другая частота, тихая, поддерживающая, не контролирующая, а пробуждающая. Она не требует страха, не требует жертв, она просто есть и откликается, когда ты становишься тише. Именно к ней мы и возвращаемся. Не для того, чтобы опровергнуть религии, а чтобы выйти за пределы их сценариев. Не чтобы бороться с системой, а чтобы перестать служить структуре, которую даже не видишь. Ты можешь просто вспомнить. Не в понятиях, а в ощущении. В том, что шевелится внутри, когда ты снова становишься собой. Тогда возникает естественный вопрос: где правда? И кто оставил ее следы? Мы уже говорили о тех, кто пришел как завоеватель, но до них здесь были другие – хранители. Не те, кто требовал подчинения, а те, кто оставил карту для тех, кто однажды проснется. Одно из таких мест – Гёбекли. Храм, закопанный руками людей. Не временем, не природой, а намеренно. Словно кто-то хотел защитить знание от искажения, скрыть, чтобы сохранилось. Коды, сознание, архитектура, резонирующая с полем человека. Это не миф, не вымысел. Это другая линия истории, оставленная теми, кто понимал, что пробуждение возможно, но позже, но не сейчас. И именно к этому мы скоро вернемся. К королевской дороге, к сакральным координатам, к архитектуре как настройке реальности. Но прежде чем говорить об этом, нужно сделать паузу. Не интеллектуальную, а внутреннюю. Потому что, чтобы выйти за пределы старой программы, недостаточно разоблачить ложь. Нужно почувствовать правду. Свою. До веры. До подчинения. До страха. И сейчас мы это сделаем. Если все, что ты считал своими убеждениями, это просто программа. Вопрос не в том, веришь ты или нет, а в том, откуда в тебе этот голос. Голос, который говорит: ты должен заслужить, ты недостаточно чист, ты под контролем чего-то выше. Это не твой голос. Это эхо древнего контракта. Системы, созданной не Творцом,
а управляющими. И пока ты действуешь из страха перед наказанием свыше, ты внутри нее. Закрой глаза. Прямо сейчас. И почувствуй. Если убрать все образы, все имена, все правила, что останется? Останется тихая глубина. Без приказов. Без страха. Пространство, где ты не служишь, ты есть. И именно там начинается выход.